Копченая селедка, впрочем, как и ящерица, тоже друг человека, сказал Фан-Фан, поглощая свое невообразимое блюдо. С вами Вальдемар Нефудблогер, и сегодня мы готовим салат из селедки с яблоком и луком по рецепту из книги «Капитан Сорвиголова» Луи Буссинар, 1901 год. Да, друзья, эта книга из нашей юности, и она мне запомнилась в первую очередь вот этим вот необычным и предельно простым рецептом, который, по сути, я вам сейчас только что и озвучил. Селедка. Пару слов по поводу селедки. Я предпочитаю брать селедку бочковую, то есть малосоленую, соленую, пряного посола, если вам угодно, но, пожалуйста, не берите ни для этого салата, ни для чего-то другого, не используйте вот эту вот вакуумную в масле селедочку, которую продают. Знаете почему? Хотя бы потому, что там химическим способом растворяются кости. Соответственно, рыба обрабатывается не самыми съедобными вещами. Поэтому, если вы хотите взять хорошую, красивую селедку, потратьте немножко времени, возьмите газетку и почистите ее. Газетки у меня, правда, сегодня нет, поэтому чистить начну прямо так. Самое главное, что нужно сделать, отрезать голову, вспороть брюхо, снять филе, снять кожу и повынимать кости. Понеслась. Так, селедочку нарезаем вот такими вот ломтиками. Яблоки. Яблоки выбирайте не сильно сладкие. С кислинкой небольшой, но лучше всего, конечно, сочные, чтобы прям такие хрусткие были. Удаляем из яблока серединку. А шкурку чистим. Конечно, можно и со шкурой, но у Фан-Фана тюльпана они были без шкуры. Так, яблочки нам нужно будет порубить кубиками и лук мелко порезать. Лук, кстати, каждый любит по-своему. Но я предпочитаю лук резать все-таки полукольцами, кольцами, максимум четверть кольцами, если дело идет о рыбе. Так, по крайней мере, оно красивее. Простецкий, совершенно незатейливый салат. Но очень, я вам скажу по своему опыту, такой прям вот слюноотделятельный, я бы сказал. Так, буду четверть кольцами резать, тонкими. Так, я думаю, что половинки луковицы мне будет более чем достаточно. Иначе будет один лук на вкус. Теперь уксус. Винный. Лучше винный, если у вас есть. Если нет винного, яблочный тоже очень хорошо. Он одновременно подмариновывает лук и в то же время дает дополнительный вкус и яблокам, которые могут оказаться сладкими, и, соответственно, селедка. Слушайте, я мешаю, вот я реально слюной сейчас просто заливаюсь. И масло. Масло сильно не жалеем. Масла должно быть много. Это заодно смягчит и уксус, если он резкий, и одновременно вкус нашего лука. Теперь остается вот эту вот всю прелесть оставить на 5 минут, чтобы оно слегка пустило сок. Солить не нужно. Перчить, ну, кому как захочется. Я, честно говоря, предпочитаю не в перченом. Слушайте, я реально слюной заливаюсь. Пахнет просто одуряюще. Поэтому мы оставляем его на 5-10 минут для того, чтобы он пропитался как следует всеми запахами, маслом, ароматом винного уксуса. После чего мы его будем подавать, ну и красиво положим в плошечку. Охоньки. На самом деле, правда, одно из тех блюд, которые очень сложно докладывать, смотреть и вообще стоять над ним. Знаете, когда... О, тут на дне вон сок собрался.
Это когда свежий лимон нюхаешь, примерно тот же эффект. Вилочка. Накалываем яблочко, лучок, кусочек селедочки. Ну, друзья, под такой салат вот он прям вот просится, чтобы к нему что-нибудь подали. Так, мы ни в коем образом не пропагандируем пьянство, но сегодня, я скажу так, блюдо простое, быстрое, но достойно самого изысканного стола, в том числе и новогоднего. Поэтому ваше здоровье, друзья. Это просто праздник какой-то. В некотором роде я бы сказал, что даже странно, что Луи Буссенар, француз, предложил такое блюдо. Оно отдает чем-то таким вот русским, ну так, русским в современном понимании. Поэтому, как вариант, в том числе под водочку, если у вас гости, нужно что-нибудь быстро сварганить под мужские чисто посиделки, вот реально самое то. Что запах, что вкус, что эффект. Ну и желаю вам приятного аппетита, друзья. Подписывайтесь на наш канал, будьте с нами. С вами был Вальдемар, фудблогер.